Урок 1. Анализ конкурентов. Я также собрал данные некоторых конкурентов, чтобы проанализировать их эффективность. Это умный ход. Понимание конкуренции жизненно важно для успеха. Абсолютно. Это помогает нам определить сильные и слабые стороны наших собственных стратегий. Да, и это может открыть возможности для улучшения или инноваций. Точно. Мне очень хотелось бы увидеть, чему мы можем научиться из их подходов. Это активный способ оставаться впереди в отрасли. Конечно, знание– это сила, особенно на конкурентном рынке. Я полностью согласен. Давайте воспользуемся этой информацией, чтобы уточнить наши планы. Да, и мы можем обсудить наши выводы с командой для получения дополнительной информации. Урок 2. Скоропортящиеся продукты. Вообще-то, у меня с собой есть кое-какие скоропортящиеся продукты. В номере есть холодильник. Да, для удобства гостей в каждом номере есть небольшой холодильник. Отлично. Мне нужно, чтобы мои вещи оставались свежими во время моего пребывания. Абсолютно. Очень важно хранить скоропортящиеся продукты при правильной температуре. Да, особенно если я хочу насладиться ими позже без каких-либо проблем. Определенно. Замечательно иметь такую возможность во время путешествия. Я согласен. Упаковывать вещи становится проще, если вы знаете, что у вас есть место для хранения вещей. Конечно, наслаждаться домашней едой или перекусами в дороге всегда приятно. Да, это действительно похоже на дом вдали от дома. Урок 3. Изучение творчества. Абсолютно. Давайте продолжим изучать различные поделки и раскрыть свой творческий потенциал. Это звучит захватывающе. В мире декоративно-прикладного искусства есть что открыть. Да, и пробовать новые техники может быть очень весело. Определенно. Это отличный способ выразить себя и снять стресс. Я согласен. Кроме того, приятно увидеть, что мы можем создать своими руками. Да, мне нравится чувство выполненного долга после завершения проекта. Конечно. Давайте выделим немного времени и поэкспериментируем с разными материалами. Это отличная идея. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что мы придумаем вместе. Я тоже. Творчество не знает границ, когда мы работаем вместе. Урок 4. Модные рекомендации. Итак, есть ли у вас какие-нибудь рекомендации по поводу этого наряда? Как насчет свободных топов из дышащей ткани? Это звучит удобно. Мне нравится идея сохранять хладнокровие и при этом выглядеть стильно. Да, свободные топы идеально подходят для теплой погоды, и их можно легко сочетать с разным низом. Абсолютно. Они предлагают универсальность и комфорт одновременно. Кроме того, вы можете дополнить их аксессуарами, чтобы одеть или опустить. Верно. Хорошо, когда есть варианты на разные случаи жизни. Точно. Я думаю, что многослойность также может придать приятную нотку вашему наряду. Это хороший момент. Многослойность может обеспечить как стиль, так и практичность. Урок 5. Проблема путешествия.
Эта поездка определенно имела свои проблемы, такие как ограниченность ресурсов и трудности со связью. Я могу себе представить. Путешествие иногда может быть совершенно непредсказуемым. Да, и навигация по незнакомым местам может усилить стресс. Абсолютно. Но эти проблемы могут также привести к появлению замечательных историй позже. Это правда. Это все часть приключения, верно? Да, преодоление препятствий часто делает этот опыт более запоминающимся. Я согласен. Это шанс учиться и расти в разных средах. Точно. Я научился быстро адаптироваться, когда дела идут не так, как планировалось. Это ценный навык во время путешествия. Урок 6. Решение проблем в отношениях. В последнее время я чувствую себя немного растерянным и неуверенным в нашем совместном будущем. Я понимаю, что ты чувствуешь. Совершенно нормально иногда иметь такие мысли. Да, я просто хочу убедиться, что мы находимся на одной волне и двигаемся вперед. Общение является ключевым моментом, и я ценю, что вы поднимаете этот вопрос. Что конкретно вас беспокоит? Я думаю, что это неуверенность в том, кем мы увидим себя через несколько лет. Это обоснованное беспокойство. Мы можем поговорить о наших целях и мечтах, чтобы внести ясность. Мне бы этого хотелось. Было бы полезно узнать, что у нас обоих схожие ожидания. Абсолютно. Важно понимать видение будущего друг друга. Я чувствую себя спокойнее, зная, что мы можем обсудить это открыто. Урок 7. Покупка продуктов. Эй, ты сегодня закончил покупки продуктов? Да, я сделал. Я купил все необходимое, что нам нужно на неделю. Замечательно. Удалось ли вам найти все по списку? По большей части. Я купил для нас свежие фрукты, овощи и немного закусок. Идеальный. Я всегда с нетерпением жду возможности иметь дома свежие продукты. Я тоже. Это делает еду намного полезнее и приятнее. Абсолютно. Какие закуски вы взяли? Я взял немного орехов и батончиков мюсли, чтобы быстро повысить энергию. Звучит вкусно. Мне не терпится покопаться в них. Урок 8. Идеи для совместной работы. У меня есть общая идея нашего проекта, но мы обязательно сможем реализовать ее вместе. Звучит как отличный план. Сотрудничество часто приводит к лучшим результатам. Точно. Две головы лучше, чем одна, особенно при мозговом штурме идей. Да, и это позволяет нам объединить наши сильные стороны и креативность. Я согласен. На какие аспекты, по вашему мнению, нам следует обратить внимание в первую очередь? Возможно, нам следует обозначить основные цели и задачи, которыми мы будем Это имеет руководствоваться. смысл. Наличие четкого направления поможет нам оставаться организованными. Абсолютно. Давайте начнем формулировать некоторые идеи и посмотрим, куда они нас приведут. Я с нетерпением жду того, что мы сможем придумать вместе. Урок 9. Расписание общественного транспорта. Поезд ходит по этой линии каждые 15 минут, поэтому долго ждать не придется. Это удобно. Когда я путешествую, мне нравится надежный график.
Это значительно упрощает планирование дня, особенно при посещении новых мест. Абсолютно. Приятно осознавать, что нам не придется долго ждать. Точно. Кроме того, это дает нам больше времени для исследования, когда мы прибудем в пункт назначения. Да, я ценю эффективный общественный транспорт. Это действительно улучшает впечатление от путешествия. Конечно. Давайте вместе проверим расписание, прежде чем отправиться в путь. Хорошая идея. Я хочу убедиться, что мы максимально эффективно тратим время на изучение города. Я с нетерпением жду нашего приключения. Урок 10. Планы пикника. Отличная идея. Позже сделаю групповой чат, чтобы все согласовать. Потрясающий. Так будет легче обмениваться идеями и планировать пикник. Не могу дождаться, чтобы увидеть, кто еще захочет присоединиться к нам для развлечения. Определенно. Чем больше, тем веселее. Это будет отличный способ вместе провести время на свежем воздухе. Конечно. Нам также следует принять решение о еде и мероприятиях на день. Да, мне нравится идея устроить пикник в стиле обеда, когда каждый что-нибудь принесет. Это звучит идеально. Это позволит нам попробовать разные блюда и насладиться разнообразием. Точно. Кроме того, мы можем организовать веселые игры. Я уже в восторге. Давайте сделаем этот пикник незабываемым. Урок 11. Поддержание гидратации. Поддержание гидратации в течение дня имеет решающее значение для общего состояния здоровья. Это хорошее напоминание. Иногда я забываю пить достаточно воды, особенно когда занят. Да, я тоже. Когда вы заняты чем-то, это легко не заметить. Абсолютно. Я читал, что установка напоминаний может помочь стимулировать регулярное употребление алкоголя. Это отличный совет. Думаю, я начну везде носить с собой бутылку с водой. Да, имея его под рукой, вам будет намного легче пить в течение дня. Конечно, это может существенно повлиять на то, как мы себя чувствуем в целом. Определенно. Давайте оба обязуемся пить больше воды на этой неделе. Я в деле. Вот чтобы избежать обезвоживания и чувствовать себя прекрасно. Урок 12. Новые рутины. Это фантастика. Вам сложно придерживаться этого нового распорядка дня. Я должен признать, что некоторые дни тяжелее других. Я могу это понять. Перемены могут быть трудными, даже если они к лучшему. Да, особенно когда старые привычки трудно сломать. Верно. Но здорово, что вы прилагаете усилия для создания более здорового образа жизни. Спасибо. Я пытаюсь сохранять мотивацию, напоминая себе о преимуществах. Это хорошая стратегия. Сосредоточение внимания на положительных результатах может помочь вам двигаться вперед. Определенно. Я также считаю, что поддержка друзей очень помогает. Абсолютно. Давайте поддержим друг друга в сохранении нашего нового распорядка дня. Урок 13. Извлечение уроков из истории. Какой книгой является дневник Анны Франк? Это дает пронзительное представление о ее жизни в трудное время.
Да, Анна Франк родилась во Франкфурте на Майне, и ее история очень сильна. Точно. Ее дневник иллюстрирует борьбу и надежды молодой девушки во время Холокоста. Это душераздирающе, но вдохновляюще, показывая, как она сохранила свой дух, несмотря на обстоятельства. Верно. Это напоминание о стойкости человеческого духа. Абсолютно. Чтение ее дневника помогает нам понять важность толерантности и человечности. Это так. Я думаю, что каждому важно когда-нибудь прочитать ее историю. Я полностью согласен. Оно преподает ценные уроки сострадания и мужества. Это книга, которая остается с вами еще долго после того, как вы ее прочитали. Урок 14. Решение для хранения данных. Есть ли у вас какие-либо предложения по решениям для хранения данных? Да, корзины, полки и контейнеры помогут поддерживать порядок и порядок. Это звучит практично. Мне нравится идея использования декоративных корзин для создания стильного образа. Абсолютно. Они могут быть функциональными и дополнять интерьер комнаты. Полки отлично подходят для демонстрации предметов, а также экономят пространство. Точно. А контейнеры можно использовать для скрытого хранения, что всегда является плюсом. Я согласен. Приятно иметь чистую, свободную от беспорядка обстановку. Конечно. Давайте подумаем еще несколько идей, чтобы максимально увеличить возможности хранения. Вместе мы сможем создать хорошо организованное пространство, которое будет привлекательным. Урок 15. Уникальные возможности. Я также выделил уникальные особенности, которые отличают нас от конкурентов. Это важно. Крайне важно продемонстрировать, что делает вас особенным. Абсолютно. Эти функции действительно могут привлечь клиентов и повысить их лояльность. Да, людям приятно знать, что они получают то, что отличается от всех остальных. Точно. Все дело в том, чтобы создать для них незабываемое впечатление. И следить за тем, чтобы наше послание было ясным и интересным. Я не мог не согласиться. Эффективная коммуникация является ключевым моментом в маркетинге. Похоже, вы много думали об этой стратегии. Спасибо. Я верю, что это приведет к отличным результатам для нашего бренда. Урок 16. Обсуждение деталей контракта. Я ценю ваши предложения. Есть ли что-нибудь еще, что вы хотели бы обсудить относительно контракта? Спасибо. Я думаю, нам следует обсудить условия оплаты, чтобы обеспечить ясность. Это хороший момент. Четкие условия оплаты могут предотвратить недоразумения в дальнейшем. Да, и также важно установить график достижения результатов. Вам не кажется? Абсолютно. График помогает держать все в рамках графика и обеспечивает подотчетность. Точно. Нам также следует тщательно пересмотреть положение о прекращении действия соглашения. Я согласен. Всегда полезно знать варианты выхода на случай изменения обстоятельств. Определенно. Я чувствую себя более уверенно, двигаясь вперед с твердым пониманием. Я тоже.
Давайте удостоверимся, что все наши базы охвачены, прежде чем что-либо дорабатывать. Урок 17. Подготовка к празднику. Настоящие сосны приятно пахнут, но нужно быть осторожным, чтобы они не высохли и не загорелись. Это правда. Безопасность важна, особенно во время курортного сезона. Да, я всегда проверяю уровень воды, чтобы дерево оставалось увлажненным. Это отличная идея. Хорошо политое дерево не только выглядит лучше, но и безопаснее. Абсолютно. Плюс ко всему, это такая прекрасная атмосфера, когда комнату наполняет аромат сосны. Да, это действительно добавляет праздничного настроения. Вы обычно украшаете елку. Я делаю. Я люблю вешать украшения и добавлять гирлянды, чтобы они сверкали. Это звучит красиво. Это также должно быть веселое семейное занятие. Да, это одна из моих любимых традиций. Урок 18. Принимайте радости жизни. Потому что, как мне кажется, Эмма Гордман сказала, если я не умею танцевать, я не хочу быть частью вашей революции. Это такая мощная цитата. Он подчеркивает важность радости в активизме. Точно. Жизнь слишком коротка, чтобы не радоваться счастью, борясь за перемены. Да, и это напоминает нам, что радость и страсть могут подпитывать наши усилия. Я согласен. Очень важно найти баланс между серьезной работой и наслаждением жизнью. Определенно, празднование маленьких побед поддерживает дух. Конечно. Давайте обязательно включим веселье в наши занятия. Мне нравится эта идея. Это сделает наше путешествие намного приятнее. Давайте распространим это послание и вдохновим других сделать то же самое. Урок 19. Замена растений. Да, я принесла несколько черенков со своего паучьего растения. Хотели бы вы торговать? Это звучит как забавная идея. Мне всегда хотелось иметь в своей коллекции растений-паук. Большой. За ними легко ухаживать, и они могут прекрасно себя чувствовать в различных условиях. Да, мне тоже нравится, как они выращивают эти маленькие детские растения. Точно. Я считаю, что они идеально подходят для добавления зелени в любое пространство. Конечно. Что вы хотите взамен? Мне бы очень хотелось получить черенки вашего растения, Патоса. Это выглядит так красиво. Абсолютно. Я могу дать тебе черенок, и мы оба сможем насладиться новыми растениями. Похоже на беспроигрышную ситуацию. Давай поменяемся ими скорее. Урок 20. Слушать и давать обещания. Мы не можем по-настоящему понять глубину бедности, но мы можем прислушаться к тем, кто это понимает. Да, важно услышать их истории и опыт. Абсолютно. Слушание может помочь нам сопереживать и находить способы поддержать их. И я могу пообещать нашей стране достичь цели сокращения бедности посредством образования и Это возможностей. замечательное обязательство. Образование– мощный инструмент перемен. Да, оно вооружает людей навыками, позволяющими улучшить свое положение. Конечно, приятно думать о том, как мы можем внести позитивный вклад. Давайте также призовем других принять участие и изменить ситуацию.
Абсолютно. Каждое маленькое действие может привести к значительным изменениям в сообществах. Урок 21. Отдых на побережье. Абсолютно. Вы решили посетить прибрежный город, чтобы подышать свежим морским бризом. Это звучит как фантастическая идея. На пляже всегда освежающе. Есть что-то успокаивающее в шуме волны, запахи, соленые воды. Точно. Это идеальный отдых от шума и суеты повседневной жизни. Кроме того, мы могли бы заняться активным отдыхом на свежем воздухе, например, плаванием или пляжным волейболом. Это было бы очень весело. Я люблю проводить время на природе, особенно у океана. Конечно. Давайте скорее начнем планировать выходные. Да, не могу дождаться, когда почувствую песок между пальцами ног. И я нет. Это будет отличный способ расслабиться и восстановить силы. Урок 22. Использование технологий для общения. Например, голосовая помощь по телефону подскажет, как настроить список рассылки. Это так удобно. Это существенно упрощает организацию контактов. С помощью списка рассылки вы можете отправлять сообщения нескольким людям одновременно. Абсолютно. Это экономит время и гарантирует, что все получат одинаковую информацию. Верно. Я считаю, что это отличный инструмент как для личного, так и для профессионального общения. Да, это особенно полезно для координации мероприятий или обмена обновлениями. Конечно. Давайте убедимся, что мы эффективно используем эти инструменты в нашем следующем проекте. Определенно. Организованность поможет нам лучше общаться в команде. Я полностью согласен. Давайте рассмотрим дополнительные функции для улучшения нашего общения. Урок 23. Активный отдых на свежем воздухе. Ну, ты можешь попробовать отправиться в поход. Поблизости есть несколько красивых маршрутов. Это звучит потрясающе. Я люблю бывать на природе и заниматься спортом. Походы– это фантастический способ насладиться природой и в то же время оставаться активным. Абсолютно. Кроме того, виды с вершины тропы могут захватывать дух. Конечно, всегда приятно достичь вершины после хорошего похода. Да, есть ли у вас на примете любимый маршрут? Я делаю. Есть тропа, ведущая к потрясающему водопаду. Нам обязательно стоит это проверить. Это звучит идеально. Давайте спланируем однодневную поездку, чтобы исследовать его вместе. Я взволнован. Это будет веселое приключение, наполненное красивыми пейзажами. Урок 24. Кулинарные изыски. Отличный выбор. Пляжи и кухня здесь всемирно известны. Да, я так много слышала о свежих морепродуктах и местных деликатесах. Абсолютно. Это идеальное место для любителей еды. Мне не терпится попробовать знаменитые блюда и ощутить местные вкусы. Точно. Каждый регион имеет свои уникальные кулинарные традиции. Да, еда в местных ресторанах даст нам представление о культуре. Конечно,
Плюс атмосфера на пляже сделает его еще более приятным. Я согласен. Ужин с видом на океан звучит как мечта. Прежде чем отправиться в путь, давайте составим список блюд, которые обязательно стоит попробовать. Урок 25. Планирование семейных мероприятий. Идеальный. Сколько взрослых и детей присоединятся к нам на пикник? На праздник придут двое взрослых и ребенок. Звучит как хорошая группа. Будет здорово собрать всех вместе. Да, дети всегда придают собраниям особую энергию. Вам не кажется? Абсолютно. Их волнение заразительно и делает все еще более приятным. Конечно, нам следует запланировать некоторые мероприятия, в которых каждый сможет принять участие. Я согласен. Такие игры, как фрисби или охота за мусором, могут быть интересными для всех возрастов. Да, давайте также добавим несколько вкусных закусок, которые понравятся всем. Определенно. Хорошая еда необходима для успешного пикника. Урок 26. Обсуждение контрактов. Я ценю ваши предложения. Есть ли что-нибудь еще, что вы хотели бы обсудить относительно контракта? Да, я считаю, что крайне важно уточнить сроки и результаты, указанные в соглашении. Это имеет смысл. Наличие четкого графика поможет нам оставаться организованными и ответственными. Точно. Важно, чтобы мы оба понимали, чего ожидать в будущем. Я согласен. Давайте также рассмотрим условия оплаты, чтобы убедиться, что мы согласованы на этом фронте. Да, четкие условия оплаты могут предотвратить недоразумения и обеспечить бесперебойный процесс. Абсолютно. Я хочу убедиться, что все прозрачно и согласовано. Большой. Я чувствую себя более уверенно, когда мы уделяем время рассмотрению этих деталей. Я тоже. Давайте составим контрольный список всего, что нам нужно доработать перед подписанием. Урок 27. Преодоление трудностей. Я могу понять этот опыт. Иногда это может быть сложно. Как вы это преодолели? Что ж, я прочитал руководство и попросил совета у отдела кадров, когда столкнулся с трудностями. Это разумный подход. Использование имеющихся ресурсов действительно может изменить ситуацию. Абсолютно. Все дело в том, чтобы знать, куда обратиться за помощью, когда она вам понадобится. Верно. Иногда я забываю искать ответы, которые лежат прямо передо мной. Такое случается с лучшими из нас. Важно извлечь уроки из этих моментов. Истинный. Каждая задача представляет собой возможность для роста. Да, и обмен нашим опытом может помочь другим, столкнувшимся с похожими ситуациями. Точно. Это создает поддерживающее сообщество, в котором мы все можем процветать. Урок 28. Художественное вдохновение. Меня всегда привлекали пейзажи и картины природы. Они обладают неповторимым шармом. О, я тоже такие люблю. Они могут принести такое ощущение мира и спокойствия. Точно. Есть что-то в красоте природы, запечатленной на холсте, что меня очаровывает. Да, это похоже на перенос в другое место, пусть даже на мгновение. Верно.
Искусство обладает способностью вызывать эмоции и воспоминания. Абсолютно. Каждая картина рассказывает историю, предлагая нам интерпретировать ее по-своему. И интересно, как разные художники выражают свои взгляды на мир. Да, он показывает разнообразие точек зрения и опыта в искусстве. Я всегда чувствую вдохновение после посещения художественной галереи. Урок 29. Вызывающие привыкание ароматы. Вы когда-нибудь пробовали тот новый соус, которым все так восторгаются? Он идеально сочетается практически со всем. Я еще не пробовал, но слышал, что это вызывает сильное привыкание. Что в нем такого особенного? Он обладает уникальной смесью специй и нотками сладости, которые действительно улучшают вкус блюд. Звучит вкусно. Я определенно хочу попробовать в ближайшее время. С чем посоветуете его сочетать? Я думаю, что он отлично сочетается с курицей-гриль или даже с жареными овощами. Это действительно оживляет еду. Ого, я уже представляю, как это будет вкусно. Думаю, что-нибудь куплю в следующий поход за продуктами. Вы не пожалеете об этом. Это один из тех соусов, к которым вы постоянно возвращаетесь. Идеальный. Мне нравится открывать для себя новые вкусы, которые можно добавлять в свои блюда. Всегда интересно экспериментировать с новыми ингредиентами на кухне. Урок 30. Хэллоуинские приключения. Помните ли вы волнение, когда вы в детстве ходили на сладости? Это всегда было так весело. О, да. Мы ходили от двери к двери, говоря кошелек или жизнь, и люди давали нам конфеты. Точно. И я помню, что некоторые костюмы были действительно забавными. Тогда все было посвящено творчеству. Верно. Раньше мы носили маски и были в восторге от конфет в конце ночи. И самое приятное было ощущение незнания, какие угощения ты получишь. Да, я всегда надеялся на шоколадные батончики, а не на те странные конфеты, которые никому не нравились. Я тоже. Шоколад был главным призом. Вы все еще празднуете Хэллоуин. Я делаю. Это отличный повод пережить детские воспоминания и весело провести время с друзьями. Абсолютно. В Хэллоуине есть что-то волшебное, которое никогда не исчезает. Урок 31. Наведение мостов. Да, давайте построим наш мост. Достаточно широкий и достаточно прочный, чтобы каждый мог его перейти. Это замечательная идея. Мост символизирует связь и единство людей. Точно. Это символизирует важность объединения всех, независимо от различий. Мне это нравится. Прочный мост может выдержать многие путешествия и способствовать взаимопониманию. Очень важно строить отношения, которые позволяют сотрудничать и гармонировать. Я согласен. Давайте поставим перед собой цель создать больше возможностей для общения в нашем сообществе. Абсолютно. Вместе мы можем укрепить эти связи и стимулировать позитивный рост. Это вдохновляющий разговор. Я рад видеть, чего мы можем достичь. Я тоже. Давайте начнем строить этот мост сегодня шаг за шагом.